Меня зовут Виталий, я из города Екатеринбурга, мне 23 года, играю под ником ZetUp. Университет я уже закончил, не работаю, так как у меня PUBG — это профильная дисциплина. А так в целом занимаюсь спортом, просто гуляю, смотрю там разные сериалы и так далее. Просто обычный человек. Пустыня смерти, Академия Umbrella, так и топ и третий, так что там было. Сейчас пролагаюсь. Там еще сложное такое название, капец. Короче, пусть будет Castle Rock, наверное. Скажу Castle Rock. Это было, так скажем, спонтанно, то есть раньше просто ты играешь по фану, то есть с друзьями, как ты заходишь, просто проводишь там время в отличное от учебы время, например, или от каких-то там мирских дел, просто либо гуляешь, либо играешь. А потом, получается, купил себе компьютер и сначала стримил, потом ребята позвали поиграть в команду, и так понеслось как снежный ком. И в итоге вот я играю в Нави. На тот момент вообще все было в диковинку. Это когда, получается, ты уже какое-то удовольствие испытываешь от топ-1 в паблике, и потом уже перерастаешь на другой уровень. И у нас вообще команда собралась так в Дискорде, спонтанно, непонятно. В общем, как-то было, мне на стриме предложили зайти в группу, то есть в отдельный канал Дискорда. И там собирались ребята, которые, так скажем, имели статистику какую-то повыше, там, то есть урон или КД у них было хороший. Вот, и там в основном команды собирались, смотря на эти показатели. Собственно, так собрался у меня первый стак, и мы там сыграли 1 или 2 турнира этой команды, а потом мы уже переформировали состав, и уже была первая организация, это была Fluffy Gangsters. Вот. Первая зарплата, все дела, там хорошее воспоминание. Я всегда понимал, что киберспорт — это серьезно, потому что всю свою жизнь, в принципе, следил, как вот оно развивалось. То есть я еще очень давно играл в первую доту, и когда был первый International, собственно, и я все International смотрел, ни одного не пропустил. В основном за СНГ по-разному. А так, первая команда была Na'Vi, особенно третий International очень сильно запомнился. А потом все уже перерастало ближе там, к другим командам. Уже я смотрел и на ЕУ и так далее. Давление точно не дает, потому что ты в любом случае пришел за статусом победителя, и это будет даже очень круто, когда ты именно представляешь тег, который зарекомендовал себя как рожденный побеждать. В любом случае, каждый турнир — это какой-то опыт, но самый, наверное, важный — это был первый буткемп и подготовка к Минску. Вот тогда мы вообще только начали, получается, там было становление команды, мы приехали первый раз там, вот это был первый буткемп, и, получается, все вот эти вот всякие там отношения и случаи, как тренироваться, и все это вместе, это первые эмоции, это просто офигеть, ну, прям очень круто, и все, именно уровень игры, он сильно поднимался, сильно быстро, потому что это было просто новое упражнение. Атмосфера дружеская, и когда надо, профессионально. То есть мы знаем, когда нужно именно выкладываться как профессионал, и знаем, когда можно, так скажем, спокойно посидеть, там, пообщаться, пошутить и так далее. Первые 2 дня, я бы сказал, были вообще краховыми, потому что мы, в принципе, были не готовы к ним. То есть и в любом случае у нас подготовка к ним была такая более в тестовом формате, то есть никогда так не готовились. И сейчас получилось, что мы не в тот момент, получается, вкладывали больше сил, чем нужно. И просто сейчас переформатировали немного подготовку и посмотрим, как это сработает. Но в любом случае, самая главная цель — это квалифицироваться на следующий турнир, уже к мировым, получается, командам, это там Gen.G, чемпионам и так далее. Так что это, получается, стоит планка топ-6, да, то есть зайти в топ-6. И чем выше, соответственно, тем лучше. И желательно, чтобы это было в тройке, чтобы все, получается, поймали уверенность в себе, и чтобы все турниры пронеслись на кураже, так скажем.
по командам, но в любом случае я думаю, что Team Liquid себя хорошо проявят, у них очень сильный состав, и они стабильно играют, и в принципе молодцы. Я уверен, что другие команды, которые представляют сильные теги, тоже хорошо отыграют. Там N47, как они провели, в принципе, последние игры, мне очень понравились. Очень интересно, как проявится Торнадо. И СНГ-дерби, в принципе, будет большой, потому что очень много команд из СНГ приезжают. Ну, посмотрим, как сыграют. Вообще, тут больше не в топовости дело. Тут просто по-разному смотрят на эффективность игрока. То есть какой-то игрок может играть агрессивнее и условно убивать людей, у него там будет 20 убийств по отношению к 10 у человека другого, но импакта от другого человека будет не меньше, возможно, даже больше. Просто потому, что он играет на другой позиции. Вот. Так что, не знаю, сложно выявить таких людей. Но есть, конечно, ребята, которые выделяются своими фишками, но о них мы рассказывать не будем. Потому что это твои тиммейты. Да, не только, нет, я, в принципе, по общей базе так всех команд смотрю, вот, и ты в любом случае знаешь, как та или иная команда действует и какой тот или иной игрок двигается. Так что думаю, что раскрывать секреты — это не самая лучшая идея сейчас. Ну, 96 игр — это, конечно, очень большая дистанция, и на самом деле очень сложно жить в Берлине, ну и даже неважно в каком-то другом городе на протяжении условно месяца. Это очень затратно, во-первых. Во-вторых, очень сильно устаешь от этого. То есть приезжаешь и условно можешь там неделю просто лежать на кровати и такой, типа, что вообще происходит? Вот. И в целом 96 игр реально было много, но вот именно первая фаза, она запомнилась как двухнедельная такая дистанция, она, в принципе, была нормальной. Сейчас больше перевелись на какие-то 18-12 игр. Я считаю, 12 мало, вот 18 хорошая дистанция, которая была на ГЛЛ. То есть, если, в принципе, ее сыграть, так скажем, с подготовкой, все будет хорошо, и она проявит те команды, которые готовы к турниру, и тех, кто не очень подготовился. Так что, думаю, в принципе, путь положительный, но все равно это будет с каждым разом все лучше и лучше дорабатываться. Сейчас, получается, себя ярко проявила только ГЛЛ, то есть, а другие лиги себя еще не светили. Я думаю, в любом случае будет какой-то Faceit, потому что они уже, в принципе, имеют опыт проведения таких турниров. Очень было бы круто, если бы ESL подключились. Но пока, так как ГЛЛ, они уже с опытом ребята, и, в принципе, о них все положительно отзываются, я думаю, что ГЛЛ сейчас лучше, если не рассматривать именно саму лигу Папкорпа и их турниры, потому что они с большим прайс-пулом и более интересны игрокам, и по статусу выше. PUBG очень интересная и, наверное, самая уникальная механика стрельбы и, в принципе, реализм, который к этой игре так скажем, из-за этого эта игра привлекательна. Так что, думаю, да, у нее есть хорошие конкурентные показатели, и она может составить хорошую, так скажем, стать хорошим противником для других королевских лиг. В любом случае, игра еще, так скажем, недоработанная. И, в принципе, это сложный жанр, когда у тебя не 64, допустим, 100 игроков на одной карте, и, наверное, под оптимизацию это сложно сделать. Но я думаю, некоторые механики еще могут добавляться, некоторые допиливаться, которые сейчас введены, например, как паркур. То есть он тоже еще странно работает. Так что, думаю, есть еще куда расти, и у Папкорпа много идей. Но я вот все жду, например, когда она будет вводить не только там скины, а анимации условно перезарядок, да. Думаю, было бы прикольно. Уважаемые фанаты, спасибо большое за то, что топите за нас в чатике. Мы постараемся показать для вас лучшую и красивую игру. Пожалуйста, значит, поменьше флейма. Мы в любом случае приведем, значит, свои результаты в порядок. Благодарю за то, что смотрите и пишите в личку, поддерживайте. Давайте так дальше и делать. Люблю вас.